Всем привет! И вы на канале Супер Арбалет. Сегодня в данном видео мы соберем стрелы Power Flight. Несколько стрел поклеим по канонам. По спинке подберем жесткость этих стрел, подберем их по ровности, по весу наконечники. И несколько стрел соберем просто от балды, поклеим лишь бы как, не будем смотреть на спинку, не будем смотреть на жесткость этих стрел. Просто поклеим и пойдем стрелять в тир. И вот посмотрим, чем же стрелы, поклеенные от балды, отличаются от стрел, те, которые поклеены по канонам. И реально, будет ли между ними разница или нет. И первое, что я сделаю, это я заторцую древко со стороны хвоста, потому что я взял эти стрелы, и здесь очень сильно видно, что хвост уже вставлен с завода, но древко кривое. Поэтому поехали торцевать. И, кстати, у нас продается в магазине хороший инспектор для стрел. И как раз можно ваши стрелы проверить на кривизну и отторцевать. Поэтому welcome, ребят. Можете купить его всегда. Следующее, что мы делаем, это обрезаем стрелы на станке специально. Специально зачищаем древки изнутри для лучшей адгезии, когда наконечник будем вклеивать. Следующее, что мы сделаем, это мы проверим стрелы на кривизну. То есть я все стрелы прокатаю и разделю их на две группы. То есть те стрелы, которые окажутся прямыми, я отделю в одну группу. Те стрелы, которые будут кривыми, я отделю в другую группу. Поехали! Хотя мне кажется, как из прошлого видео, я помню, эти стрелы все были кривые. Это первое, что еще самое важное, на наклейку не попасть. То есть смотрите, например, когда будет кататься по ролику с наклейкой, то как раз может оказаться, что наклейка на стыке будет показывать кривизну, поэтому так делать не нужно однозначно. Блин. Так кривая, короче, ладно. Кривая. Кривая. Это очень кривая. Прям. Это очень-очень кривая. Критерий такой, своеобразный. Типа очень кривая, типа средне кривая. Кривая. Эту я однозначно отнесу к прямым. Из всех тех, что она есть, она самая прямая. Но это не прямая, но она как бы и не кривая. Поэтому давайте ее ближе к прямым отнесем. Очень кривая, очень кривая. Прям вот эти две очень кривые. Прям вот номер 1 и номер 7 я отношу однозначно к очень кривым. Вот из всех остальных стрел я еще посмотрю, хотя бы надо еще одну стрелу найти, ровненькую. Ну ладно, давайте, что вот это тоже будет к прямым. Она из всех кривых самая прямая. Вон, видите, это кривая. А это ровная. Видите, отличие какое? Это просто колоссальное. Извините за выражение. Вот эту стрелу вообще надо на помойку выкинуть. Короче, погнуть эту стрелу, когда мы погнули вот эту ровную, она вроде кривится, но потом, мне кажется, возвращать через какое-то время обратно. Сейчас мы проверим это. Я что имею в виду? Я имею в виду то, что если вот этот карбон, который здесь, если он гнется, то тогда вообще нет никакого смысла эти стрелы на кривизну вообще измерять. Может, просто спустя какое-то время она будет получше, типа то, что я согнул ее, она типа потом в свое истинное положение обратно вернется через несколько минут. Это тоже кривая, но ровнее, чем та.
Вот честно, мой субъективный взгляд, что данные стрелы вообще нет смысла, блядь, проверять на кривизну. Это полный бред. Вот эти 3 стрелы, это на мой взгляд, но на камере видно. Вот давайте из этих 3 я еще 2 вам покажу, которые я отобрал. Типа они должны быть прямые. Ну, вы посмотрите и скажете, что, что я дебил, что я говорю, что это прямые стрелы. Другого я просто не могу придумать. По идее, нужно все это, короче, в одну группу собрать и сказать, что, нет смысла на кривизну. Но есть реально прям отчетливо кривые, прям очень кривые. И есть отчетливо менее кривые. Не ровные, а менее кривые. Поэтому давайте так. Все-таки я эти 3 стрелы отберу, что они ровные. И вот еще отберу самые 3 прям люто кривые стрелы. И вот серединку мы вообще выкинем отсюда, да? То есть 3 кривые, 3 маломальски ровные будут. И от этого, короче, будем отталкиваться. Те, которые кривые, мы поклеим их вообще от балды. Просто я там налеплю, не знаю, там перо, там хвостовик как надо, просто как захочу разверну. Значит, я определился. 3 стрелы у меня ровные и 3 стрелы у меня кривые. Вот теперь будем от них уже и отталкиваться. Сейчас мы замерим вес этих стрел, и я все это в табличку запишу. Значит, у меня здесь в таблице выделено пока только кривые стрелы и ровные стрелы, чтобы это все не перепутать. Соответственно, они у меня все пронумерованы. Поэтому поехали мерить вес. Центр тяжести. Как говорили мои друзья, как его найти? Номер 2 и номер 7, они кривые, но они одинаково совпадают по весу, прям тюделька в тюдельку. Что, может еще одну кривую найдем, другую по весу, подгоним их? Просто смотрите, эти стрелы кривые, но они по весу совпадут. Это будет удивительно, посмотреть, что вот они четкие по весу, сейчас наконечники еще все взвесим. Я решил кривые стрелы подогнать под один вес. Они все стали теперь весить в районе 260 грамм. И стрелы ровные, у меня только одна стрела отличается, она чуть-чуть тяжелее. 262,8 грамм стрела номер 9 и стрела номер 8 и 6 весят практически на грамм меньше. Их не удалось мне подогнать никак по весу. Короче, я их оставил, дальше поиграю с наконечниками. Поэтому поехали. Сейчас заторцую древки со стороны наконечника и вклею все наконечники сюда. Соответственно, прежде чем буду вклеивать, тоже все буду подбирать по весу. Взвешу инсерт с наконечником. Все это посмотрю, куда что можно подпихнуть, где поровнее, где покривее. И будем собирать дальше ровный комплект. И неровный комплект. Торцуем только стрелы, те, которые ровные. Кривые стрелы мы решили не торцевать. Ну, я объяснял почему. Потому что мы будем клеить, как попало. Короче, поклеим просто. Лишь бы поклеить. А вот ровные я прям буду все измерять там до миллиграна, до миллиспайна. Короче, будем измерять все это прям четенько. Поэтому все, отторцевал я стрелы, которые ровные. И приступаю к измерению веса наконечника и вклейки. Погнали! Значит, я взвесил наконечники, отобрал 3 наконечника у меня вместе с инсертами весят идеально ровно 121,8 грамма. Поэтому они пойдут на наши ровные стрелы. Вот тут наконечники я пометил точечками, они неровно, у них больше разброс. На самом деле, не прям такой, что там 20 грамм, да? 121,8. 121,5. 122,1. То есть разброс есть. Поэтому мы как раз их к кривым стрелам и отнесем. Поехали вклеивать. По поводу вклейки, в принципе, ничего особенного. Клей
Наш стандартный, истоновский. Сильно не греем. Инсерт вместе с наконечником. И да, те, кто не знает, что не вклеиваем инсерты без наконечников и не перегреваем. Почему? Потому что если вы перегреете инсерт вместе с наконечником, у вас первое, сам инсерт может погнуть от температуры. И второе, если очень высокая будет температура, когда вы перегреете, у вас просто карбон расслоится. Поэтому без всякого энтузиазма, там, нагрева и всего остального, просто потихонечку нагрели и оставили. Вообще я так скажу, что сборка стрел вообще сам по себе муторный процесс. Очень муторный. Много кто говорит, что типа, если ты хочешь собрать себе стрелы, то нельзя ни в коем случае обращаться в магазин. Ты должен сам все контролировать. Ты должен сам все вклеивать, проверять. Не, базара нет. Может, ты и можешь все проверять. Но надо пойти купить весы такие, станок такой купить пойти. И будешь проверять. Некоторые говорят, типа, как вот товарищ Каминский говорит, да? Типа, если у вас 5 человек в группе, вы скинулись денежкой, купили себе один станок, второй станок, там, ну, допустим, для обрезки стрел, станок там для измерения кривизны, там, и все остальное. Да, это, может быть, имеет смысл. Но если вы делаете там раз в год поклейку стрел, там чуть-чуть вам что-то нужно будет замерить на кривизну, там, промерить ваши наконечники, которые стреляны, или сами трубки, то явно просто проще прийти, заплатить немножечко денег и это сделать, нежели покупать всю эту приблуду. Замечательно, теперь все у нас взвешено, все поклеено, но самое главное, не взвешена стрела в сборе. Поэтому поехали все взвешивать и снова в наш список записывать. Помните, я вам говорил, мне друзья показывали, как центр тяжести найти. Центр тяжести здесь. Итак, значит, что мы получили после того, как мы все вклеили и еще раз взвесили стрелы уже в сборе? Значит, те стрелы, которые у нас кривые, мы их подогнали под один вес. И наконечники, точнее, у нас древки были одного веса, наконечники были разные. Так в итоге мы получили у них вес практически одинаковый. То есть 382,1, 382,3, 382,1. То есть 0,2 грана. Ну, то есть вообще ни о чем. Поэтому они у нас кривые, но самые точные по весу. И дальше у нас идут те, которые мы отмерили, ровные стрелы. Значит, те, которые были по весу, сходились, они также сходятся по-прежнему. И то древко, которое было тяжелее, оно, соответственно, так и осталось тяжелым, когда мы вклеили наконечник. И вот по идее, самое прикольное сейчас, если у вас дорогой комплект, если у вас вот этот вес не сходится, когда мы все это потихонечку собираем, то эта стрела, по идее, должна быть выбракована. Ну, то есть, если бы я этот комплект собирал бы к себе для стрельбы, то стрела номер 9 из ровных сразу же бы отлетела бы прям сходу, потому что она не сходится по весу. Все остальное, в принципе, сходится у ровных стрел. Ну и кривые стрелы мы вообще изначально не берем, потому что это, блядь, кривые стрелы. Они хоть и по весу сходятся, но мы прогоняем это все, смотрим и получаем, что это все кривое. Соответственно, все кривое на помойку. Все, что ровное, берем. И в итоге у нас из этих 6 стрел, то есть как бы 3 вообще на помойку. Из тех 3, которые ровные у нас остались, мы одну, по идее, должны отбраковать и 2 всего оставить. Значит, я все стрелы поклеил и решил еще раз все проверить на кривизну. Особенно ровные 3 стрелы. И в ровных 3 стрелах я отбраковал стрелу номер 9. Она реально оказалась кривая. Я инсерты переклеил, наконечники поменял местами, еще покрутил. Она, короче, эллипс. Поэтому она не идет в список ровных стрел. И в списке ровных стрел остается всего 2 стрелы под номером 8 и 6. Поэтому сейчас я буду замерять спайн этих стрел. Будет еще интереснее. Там целый процесс. Итак, значит, следующим этапом у нас будет измерение спайна у данных стрел, то есть у Easton Power Flight. Что мы будем делать? Значит, у нас есть
две крайние опоры. Они выставлены от 0 на 14 дюймов. То есть в общем у нас получается 28 дюймов. То есть стандарт АМО говорит о том, что мы должны произвести замеры на расстоянии 28 дюймов у всех стрел. Соответственно, это у нас башня, с помощью которой мы будем замерять прогиб. И есть цифровая линейка, на которой есть цифры. И, соответственно, спайн это что такое? То есть, насколько под грузом прогибается линейка. Если линейка прогибает на 0,4 дюйма, ну то есть давит, соответственно, у нас будет здесь цифра 400. Если стрела жестче, то есть как бы жестче стрела, соответственно, линейка меньше прогибает. И у нас будет 0,3 дюйма. Ну, соответственно, чем мягче стрела, тем больше прогиб. Чем жестче стрела, тем меньше прогиб. Соответственно, все логично. Поехали. Значит, мы производим калибровку нашей линейки. У нас здесь есть опора, есть метки. Соответственно, мы ставим стрелу и опускаем башню. Калибруем. И от этого уже отталкиваемся. То есть мы убираем нижнюю опору. И, соответственно, будем производить замеры. Здесь на самом деле все нехитрым способом все это меряется. То есть мы нажимаем, упираемся, отпускаем, и есть цифра. Соответственно, эту цифру мы будем... Все эти цифры мы будем складывать на калькуляторе. И будем находить среднеарифметическую. То есть вот так вот просто типа один раз нажал, типа какую цифру показал, нам это ничего не дает. Потому что мы уже с этим устройством работали не первую там неделю, не первый месяц и поняли один алгоритм. То есть нам нужно находить среднюю арифметическую цифру. То есть мы 10 раз будем вот так вот нажимать, смотреть какая цифра, все будем складывать, потом будем делить на 10. Соответственно, мы получим средний результат. Это в принципе то же, что и несколько раз замерять стрелу на весах. Там, соответственно, здесь мы будем несколько раз замерять показатели спайна. И уже находить какую-то цифру, ту точнее цифру, среднеарифметическую, какая жесткость у этой стрелы будет. Итак, я замерил жесткость всех стрел на нашем станке. И что у меня получилось? Значит, давайте начнем с ровных стрел. Те, которые мы отнесли к ровным. Это номер 8 и номер 6 стрелы. У нас по спайну они практически сошлись. 393 стрела номер 8 спайн мы намерили. И 386 спайн у нас оказался на стреле номер 6. Ну, то есть разница не очень большая, поэтому если брать поэтапность нашего сегодняшнего видео, то, что мы делали, то есть одну стрелу мы изначально отбраковали на втором этапе, когда мы поняли, что она у нас не подходит и по кривизне, и по весу, мы ее списали. Эти две стрелы остались у нас как эталонные, поэтому и по спайну они плюс-минус рядом, поэтому их имеет смысл как раз тестировать как ровные стрелы, потому что они по кривизне оказались ровные, и по весу, и по спайну. Все тюделька в тюдельку. Отлично, вот мы их две оставляем. Значит, что у нас касается кривых стрел. Как изначально мы сказали, что они кривые, и, соответственно, этот прям показатель за ними идет на каждом этапе. То есть они кривые. Дальше мы измерили вес, фиг с ним. То есть мы его так чисто формально измерили. Но потом, что сказали, давайте мы их по весу подгоним. Мы их подогнали по весу, там некоторые стрелы мы поменяли, они у нас по весу оказались отличные. Что касается спайна, значит, у нас они оказались в таком коридоре. Значит, стрела номер 2 оказалась 391,1, спайн, показатель спайна. Значит, стрела номер 3 386,6 и стрела номер 7 393. Ну, то есть тоже близко. Ну и вообще, я так даже вам скажу, что все стрелы, мы можем их отгруппировать сейчас. Вот у нас есть спайн, например, стрела номер 2 391,1, стрела номер 7 и стрела номер 8 393,3 спайн.
И вот эти бы стрелы, бы, честно говоря, когда я бы выбирал себе комплект, я бы их сгруппировал так, что они по спайну отлично. Если бы они у нас не были бы, блин, кривые вот эти стрелы, то я бы группировал бы чуть по-другому. Соответственно, что нам дает этот станок? Станок дает определить, если у вас офигенные стрелы, мы их можем разгруппировать по спайну. То есть все остальное, вес там этот можно замерить без всяких проблем. Не нужны никакие такие станки. Соответственно, что мы там еще делали? Там вес наконечника у нас был, и обрезать эту трубку, подогнать. Все это делается, блин, без станка. Но этот станок дает гораздо больше. Мы когда начинаем все это измерять, то есть когда мы начинаем искать спайн, у нас стрела становится сразу же спинкой здесь. То есть не как-то рандомно, а вот я измеряю, даже если я ее поставил неправильно. Она после 5-7 измерений становится ровно в спинку. Соответственно, я могу сказать, что каждая стрела, померенная сегодня Easton Power Flight, была в определенном положении и мерилась вот эта спинка. Соответственно, то есть это уже измерение по двум показателям, хотя мы всего лишь мерили спинку, но у нас было и ребро жесткости до этой стрелы. Что могу сказать? Конечно, нужно все это проверять на отстреле. Поэтому вот все данные я озвучил. 2 стрелы я выбрал из сегодняшнего всего комплекта. Мы эти стрелы отстреляем, мы на них посмотрим, как кривые летят стрелы, как типа по моему отбору ровные стрелы летят, и уже какие-то данные мы предоставим. Поэтому, если вам нужно будет измерить все стрелы по разным показателям, вы к нам можете обратиться. Спайн, спинка, там, сборка вообще полностью стрелы без проблем. A few moments later. Значит, на наших 2 ровных стрелах мы перья будем клеить по спинке. Но эту спинку сначала нужно найти. Так вот, вы спросите, нафига клеить ведущее перо по спинке? Может быть, это вообще никак не взаимосвязано, спинка и перо. На самом деле, очень даже как и взаимосвязано. Если у вас ведущее перо, например, будет вверху, вы поставили, у вас стрела изгибается наверх. Потом, например, у вас ведущее перо также сверху, а спинка на самом деле у вас сбоку. Соответственно, у вас стрела будет при вылете изгибаться в другую сторону, нежели предыдущая стрела. Ну и кучности не будет никакой, поэтому мы должны найти эту спинку и все ровненько поклеить ведущий перо по этой спинке. А на кривых стрелах мы будем клеить вот, в принципе, как и все обычно клеят, просто на пофиг. Значит, мы поставили на своем станке башню. У нас есть вес, который продавливает наша древко. И, соответственно, у нас есть 2 упора по бокам. Каждый упор у нас на расстоянии 14 дюймов. На самом деле на этих стрелах очень легко ищется спинка. Прям стрела прям четко проваливается так, как нужно. Потому что тут даже особо думать не надо. На ровных стрелах вот на самом деле очень тяжело спинку искать. Там на самом деле 2 спинки с 2 сторон. Одна явная, другая неявная спинка. А здесь прям вот четко все провалилось. Видите? Она прям никуда не вертится больше стрела. И все. И, соответственно, нужно только отметку поставить, чтобы потом можно было по этой же спинке поклеить наше ведущее перо. Сейчас я это сделаю и, соответственно, потом будем клеить. А стрелы, те, которые у нас будут идти кривые, мы ничего измерять не будем, просто сразу же поклеим на них перья абы как и будем стрелять. Смотрите, я на этих 2 ровных стрелах нашел спинки. И знаете, что я заметил самое главное? Что спинка находится ровно в тех же местах одинаково, как и поклеена наклейка. И я вот решил попробовать еще взять кривые стрелы и попробовать там спинку найти и посмотреть. Может быть, это просто было совпадение с этими 2 стрелами. На самом деле нифига. Видите, здесь спинка тоже находится ровно в том же месте, как у нас здесь. Ровно на наклейке Easton, вот на этих стрелочках. Блин, нифига себе. То есть компания Easton клеит на Power Flight наклейки настолько ровно, да, что как бы вот... А тут не так. Короче, 1, 2, 3, 4, 5 из 5 стрел, только одна не оказалась на том месте, где у них спинка. То есть спинка четко по надписи Easton. Следующий наш этап – это подготовка для поклейки оперения. И первое, что мы делаем, мы наклеиваем наклейки на древке. Поехали!
Кстати, для этого у меня вот такая разлиновочная доска, ну, на которой все удобно выставить, чтобы все было в плоскости, и наклейка, и стрела. Если что, у нас есть наклейки запасные. Кстати, наклейки Бонинг. Я пользовался российскими наклейками. И вот эти Бонинг, они гораздо толще, чем наклейки. Это как раз из-за хвостовика, надо хвостовики будет снимать, не приклеилось по центру. Сейчас аккуратненько приклеим. Следующую стрелу просто снимем хвостовики. Так, все ровненько, ровненько. У меня тут фен стоит, я аккуратненько все это грею. Ну, конечно, без фанатизма, потому что фен-то он такой горячий, допустим. Слишком близко тоже не прислоняем, а то, блин, все расплавится, и карбон, и ваши наклейки. Наша задача немножечко разогреть, чтобы клей лучше схватился. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы можно было потом без каких-либо повреждений трубки снять наше оперение. Клей, когда счищаете, соответственно, есть специальные такие приспособы для счистки, для снятия клея. Поэтому можно перестараться и слой карбона снять. Чтобы такого не происходило, клеим наклейки. Ну и, соответственно, красиво. Бонинг. У нас наклейки Бонинг будут и перья будут Бонинг. Взяли мы Blazer. Всеми любимый Blazer. Хотя по мне, блядь, перья да перья. Да, главное только не перегревать. Иначе все плачевно закончится для вас. Так, 2 ровные стрелы поклеили. Да, кстати, ребят, поделитесь, пожалуйста, в комментарии, кто знает, где в России можно купить хорошие наклейки, поэтому контакты в комментарии или какие-нибудь ссылочки на ребят, которые делают офигенные наклейки для стрел. Итак, все стрелы мы закончили заклеивать наклейками, и поэтому приступаем к поклейке оперения. Блин, еще очень много работы. Что я еще хотел сказать? Очень важно, когда у вас, конечно, есть своя пироклейка. Объясню, почему это офигенно. В том, что ваша пироклейка настроена под ваши стрелы. И каждый раз не нужно, короче, мудохаться, все это подгонять, все это настраивать. Потому что у стрел есть разный диаметр. Например, есть зимние стрелы толстые, есть летние стрелы, блин, тонкие. Есть любительские стрелы. И все это каждый раз нужно настраивать. Я имею в виду пироклейку. У нас раньше была картелевская пироклейка, а сейчас мы купили Бисбургер. Соответственно, Бисбургер, у нее есть прямой винт, точнее, у нее есть прямая поклейка. Вот, и есть 2 винта, правый и левый. Поэтому мы в данный момент можем клеить в любых вариациях ваше перо. Что для спорта, что для охоты. Винт, конечно, на мой взгляд, штука важная. Но, блин, не все используют поклейку пера винтом. Потому что много кто не понимает, для чего это нужно. Кстати, ребят, напишите в комментариях, кто клеит оперение винтом, а кто клеит оперение прямо. И если вы клеите перья винтом, то расскажите, поделитесь опытом, почему вы так делаете и в какую сторону делаете винт, я имею в виду вправо, влево. Вот о чем и говорил. Примерно минут 5 у меня заняло, чтобы правильно выставить прищепку на этой пироклейке. Поэтому эти у нас древки, которые мы клеим пофигу, поэтому погнали. Итак, ребят, я все стрелы поклеил. Вот.
Значит, стрелы, те, которые я клеил абы как, было гораздо легче клеить, однозначно. Там никакую спинку надо было там не заморачиваться. Все, просто шлепаешь, шлепаешь, шлепаешь. То есть самое главное, чтобы было все, ну, мало-мальски ровно. Кстати, смотри, как красиво выглядит. Вот. А стрелы со спинкой, соответственно, пришлось все это вымерять. То есть ведущее перо по нашим отметкам ставить. Вот тут все это видно. И самое главное, не промахнуться. Почему? Потому что там 1, 2, 3 стрелы без проблем можно поклеить. Но когда ты клеишь комплект, такая однотонно-монотонная работа. То есть главное не забыться. И вот может случиться так, что ты вроде как клеишь, такой, блин, а ведущее перо не поставил все-таки по спинке. И, короче, эту стрелу заново придется переклеивать, снимать наклейку, клеить перья. Поэтому нужно быть очень внимательным и усидчивым. Наша следующая задача – пострелять этими стрелами, посмотреть, что, куда и как летит, и, соответственно, сделать какое-то уже заключение. То есть, насколько важно перо, поклеенное по спинке, и перо, поклеенное пофигу как. Итак, мы приехали в тир к Максиму Кузнецову для того, чтобы посмотреть, как же наши стрелы будут лететь. Те, которые поклеены рандомно, и те, которые поклеены перья по спинке. Соответственно, стрелять будет Макс Кузнецов, потому что было, к сожалению, такое условие, что если мы приезжаем в тир к Максиму Кузнецову, то только он и стреляет. Поэтому погнали. Все у нас мишени уже пронумерованы, все готово. Поэтому будем делать каждой стрелой 5 выстрелов в одну и ту же мишень. И будем смотреть, какая кучность. Дистанция 18 метров. Итак, мы сделали 5 выстрелов каждой стрелой. И в принципе, как мы можем заметить, группы очень довольно-таки плотные. Но мы решили продолжить еще эксперимент и сделать еще, наверное, 5 серий. Сейчас точно посмотрим. И я вот надеюсь, что наш стрелок немножечко подустанет. И может быть разброс от этого станет больше. А может быть и нет. Но я думаю, что вот как раз 10 выстрелов каждой стрелой должно, по идее, нам хватить, чтобы понять, отличаются ли стрелы, поклеенные по всем канонам, и, соответственно, стрелы, поклеенные рандомно. Поэтому поехали дальше, смотрим. Итак, ребят, мы подошли к концу нашего эксперимента по поклейке оперения, по настройке стрел, по подгонке. И что мы видим? В принципе, все стрелы кучные. И те, которые лишь бы как были поклеены, и те, которые были поклеены по канонам, и по весу, и по спайну подогнаны. Значит, здесь, конечно, можно долго спорить о том, что вот эти бы стрелы мы бы сюда бы отнесли, бы тут куча ближе, тут куча дальше, тут, ну, точнее, тут разброс больше, тут разброса меньше. Но, как мне показалось, что зависит больше от стрелка, нежели от стрел. Конечно, стрелы вы там клеите мало-мальски одинаковые оперения, то есть как бы на одном расстоянии. Вот. И подбираете нормальные наконечники, то есть там не какие-то самые кривые, дешевые. Но это все в рамках небольшой погрешности. Вот. Поэтому, что я могу констатировать? Больше зависит от стрелка, нежели от того, как поклеены стрелы. А это значит, то, что мы купили вот эту ахинею, надо ее выкинуть. Ну, конечно, это шутка, потому что, конечно, в каждой шутке есть доля правды, что, типа, вот, станок помогает идеально настроить стрелы. Да, он помогает вам как-то лучше определиться. Вот. Но я думаю, что если стрелы дорогие, там, какие-нибудь иксы, то там, в принципе, особо нечего определяться. То есть там сами по себе стрелы хорошие. И поэтому нужно уделить немного внимания тому, как вы все это собираете, ну, чтобы это не было вообще там спустя рукава, например, на дорогих стрелах, и все у вас будет лететь отлично. Если какие-то стрелы отлетают, соответственно, их можно, например, на этом оборудовании перепроверить. Но, как правило, в большинстве случаев это происходит при том, что вы плохо сами стреляете, то есть вы не титулованный лучник. Это мой такой итог. Поэтому спасибо за внимание. Спасибо Максу Кузнецову, что дал нам воспользоваться своим тиром, дал нам воспользоваться своими
возможностями по клевой стрельбе. Дистанция, напомню, 18 метров. И, напомню, стрелы ровные были номер 8 и стрела номер 6. Это были поклеены идеально стрелы. Они, все было подогнано. И стрела номер 7, стрела номер 2 и стрела номер 3 были поклеены рандомно. Поэтому решать только вам. Стрела, которая номер 8 и номер 6, те, которые идеально поклеены. Вот, например, у стрелы номер 8. У нее вот в эту дырку попало 2 раза стрела. Вот в эту дырку попала стрела 2 раза. И вот в эту дырку попала стрела 2 раза. То есть разброс здесь большой, но и вот эти дырки, сюда 2 раза залетала стрела с одним и тем же прям ювелирным попаданием. Здесь у нас как бы видно, что кучка такая прям плотненькая, такая прям подразбитая. А вот здесь, которая 3, 2 и 7, у них вот видно как бы и вроде и не разбитая кучка, и вроде как и не разлетная кучка. И поэтому, на мой взгляд, нужно тратить, короче, несколько тренировок. Вот наши, сколько там, плюс-минус 10 выстрелов, там было, может, 9 выстрелов. Говорит о том, что это мало. То есть, чтобы вам прийти к какому-то решению, нужно больше настрелять, хотя бы там 1 день, 2 дня пострелять, 3 дня, пусть даже неделю вы постреляете. И тогда вы уже, наверное, точно скажете, что да, вот какие-то стрелы подходят, какие-то не подходят. Поэтому мы, конечно, столько времени не будем тратить, но нам плюс-минус как бы по больнице все и так понятно. Вот, поэтому как-то так. Поэтому подписываемся на наш канал, ставим лайки. До новых встреч!